Всем привет, дорогие друзья! В этом видео хочу вам показать, как сделать стоп-кадр в программе Sony Vegas с увеличением картинки. Итак, первым делом закидываем наш видеофайл сюда. Так, дальше находим нам нужный кадр. Сделаем так. Ищем нужный кадр, какой нам нужно выделить, увеличить, показать. Смотрим. Так. Допустим, доходим до сюда. Тормозим. Делаем разрез. Далее. Здесь вот выбираем полный размер картинки. Наилучший полный размер. Все, сделали, значит. Так. Что у нас тут есть? Вот. Сохранить моментальный снимок файл. То есть то, что вот сейчас здесь есть, сохраняем это дело куда-то там, куда вам нужно. Все, сохранили мы его, значит, этот файл. У нас вот он. Находим его на диске. Так. Далее открываем его с помощью Paint. Так, вот наш файл. Нам нужно его там выделить, нам нужный элемент. Я буду делать кругом, красным цветом. То есть нам выделить, к примеру, нужно вот эту девушку. Выделяем круг. Блин, что такое? Почему? Тонкий. Вот. Выделяем наш кругом. Можно просто обвести было бы. Ну, мне так удобнее. Все, сохраняем наш файл. Все, нам не нужно, у нас все сохранено. Далее вставляем наш файл в этот разрез. Ставить. Все. Растягиваем, сколько нам нужно по времени приблизительно. Так, далее жмем вот эту вот финдюклюшку. Далее нам нужно увеличить этот момент, чтобы он там увеличен был на какое-то время. Ставим, к примеру, вот так. И увеличиваем, насколько нам нужно. Я сделаю вот так. Далее ставим опять же такую точку. И здесь уже возвращаем обратно нашу картинку, чтобы она была естественного размера, полноценного. Ай, блин. Так. Почти все, блин. Сдвинул чуть-чуть и уже косяк получается. Вот. Смотрим, что у нас получается. Все, значит, замечательно. Можно сюда переход поставить, можно не ставить. Это, в принципе, не столь важно. Вот, смотрим, что у нас получается вот здесь. То есть мы включаем наше видео. Так, звук выключен, все хорошо. Включаем. Бах, стоп-кадр. Увеличенная наша девочка. Потом обратно. И все, пошло видео дальше. Ну, дальше все это, опять же таки, сохраняем, как и положено. Как всегда мы делаем. Визуализировать как. Выбираем формат наш, какой вам больше нравится. И сохраняем. Вот таким вот простым способом можно сделать стоп-кадр с приближением отдельного элемента и отдалением, естественно. Ну вот и все, ребят. Спасибо за внимание. Всем удачи и пока.